Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о мандаринах. Какой фрукт можно назвать самым зимним? Спросите любого прохожего, и он вам ответит, что это именно мандарин. Конечно, сейчас мандарины можно приобрести круглый год, но именно зимой мандарины особенно желанны. Мандарины такие маленькие, яркие, ароматные и так похожи на солнце, которого зимой нам очень не хватает. Но все ли мы знаем об этих маленьких солнышках? Давайте разберемся. Поехали! А знаете ли вы вообще, что такое мандарин? Многие думают, что все тонкокожие, слегка приплюснутые оранжевые цитрусовые, которые мельче апельсинов, это и есть мандарины. Однако на самом деле это только плоды среднего размера с окраской кожуры от желтой до светло-оранжевой. А вот всяческие заморские гости, строго говоря, лишь родственники этих фруктов. Но обо всем по порядку. Во всем мире люди настолько полюбили мандарины, что едят их круглый год. Родина мандаринов – Индокитай, Кохинхина и Китай. В Европу плоды завезли только в начале 19 века. Сегодня это растение и его разновидности выращивают во многих странах. В Корее, Индии, Турции, Японии, Египте, Иране, Марокко, США, Испании, Грузии, России, Франции, Бразилии, Азербайджане и других странах, где существует климат, благоприятный для этой культуры. Но основные производители – это Китай, Испания, Северная Африка, Бразилия, Япония, Иран и Турция. Мандарины растут на деревьях, хотя дерево небольшого размера, обычно не превышающее высоту 4 метров. К 30 годам, однако, может достичь и 5-метровой высоты. Молодые побеги темно-зеленые, листья сравнительно небольшие, яйцевидные или эллиптические, черешки или стебельки почти без крылышек или слегка крылатые. Примечательно, что каждый листик на дереве живет 4 года, затем опадает и вместо него вырастает новый. Цветочки одиночные или размещены по 2 в пазухах листьев. Лепестки матово-белые, тычинки большей частью с недоразвитыми пыльниками и пыльцой. Плоды многогнездные и многосеменные, до 6 см в диаметре, слегка сплюснутые от основания к верхушке, так что ширина их заметно больше высоты. Мандарины выделяются среди других цитрусов тем, что плоды имеют тонкую кожуру, которая легко отделяется от мякоти, а у некоторых сортов кожура отделена от мякоти воздушным слоем и почти не касается последней. Желто-оранжевая мякоть плода состоит из множества соковых мешочков, веретеновидных, заполненных соком волосков. Плод такого устройства рода цитрус, таких как апельсин, лимон, померанец, называется гесперидий. Это весьма своеобразная разновидность ягодообразного плода. У мандарина мякоть легко разделяется на 10-12 долек, являющихся гнездами плода. Каждый содержит 1 или 2 семени, расположенных одно над другим. Наружный слой гесперидия мандарина, который из-за желто-оранжевой окраски зрелых плодов называют флаведа, от латинского «желтый», содержит большое количество крупных просвечивающих шаровидных железок, содержащих эфирное масло. Внутренний слой из-за белого цвета, характерного для зрелых плодов, называется альбедо, от латинского «белый». У мандарина альбедо рыхлая, так что мякоть легко отделяется от кожуры. Этот слой на ранних этапах развития плода служит водоносным слоем, но после формирования соковых мешочков он постепенно атрофируется, обретая губчатую структуру. Сильный аромат плодов мандарина отличает его от других цитрусовых, а кто пробовал, знает, что мякоть обычно слаще мякоти апельсина. У многих из нас к мандарину очень много вопросов. Почему он то сладкий, то кислый, то с косточками, то без? Да и размер с цветом тоже ставят в тупик. А на магазинном ценнике мандарин, да и только. На самом деле просто никому не хочется усложнять. Похоже на мандарин, значит мандарин. А то еще объяснять каждому покупателю придется, что за фрукт такой. А по большому счету иногда и не объяснишь, потому. На что мы отвечаем, что мандарин характеризуется необычайным полиморфизмом. Это когда в одном виде существует несколько различных физических форм, в результате чего группа его сортов или
даже отдельные сорта были описаны разными авторами как самостоятельные виды. Особенно большим разнообразием выделяются плоды тропических сортов. И до сих пор не существует одной определенной классификации мандаринов, но все-таки выделяют 7 основных сортов мандарина. Цитрус деличиоса – плоды овальной приплюснутой формы с оранжевой кожурой. Цитрус ретикулата – крупные оранжевые плоды, продолговатой или круглой формы, и иногда с пупочком. Кожура чуть толстая, легко снимается. Мякоть сладкая и сочная, с большим количеством мелких косточек. Королевский или благородный мандарин – это крупные плоды с толстой морщинистой кожурой и очень сладкой мякотью. А еще есть группа мандаринов мелкоплодных, которые включают сорта кишио, мукаку кишио и шивамикан. И, наконец, сацума или мандарин уншиу. Устойчивое к низким температурам растение, активно выращивается в Азии и Европе, в Грузии и на юге России. И уже на 3-й год жизни начинает давать круглые приплюснутые плоды с тонкой, легко отделяющихся желтоватой кожурой. Плюс к этому есть еще и гибриды, и они включают в себя большое количество разновидностей, которые были выведены путем скрещивания мандарина с другими цитрусовыми. К гибридам относятся рангпур, каламандин, Танжела, Торнтон, Тангор, Миниола, Элендали, Мандора, Цитрандарин, Агли или Угли, Сантина, Ичандарин, Судачи, Юдзу, Кабосо, Померанец, Оранжекват и Клементин, которые в свою очередь делятся на 3 основных вида – монреальский, испанский и корсиканский клементин. А кто не понял, как это, то, например, мандарин плюс грейпфрукт – это танжерин, более мелкий апельсин с легко чистящейся шкуркой. Мандарин плюс апельсин – это тангора, его отличает ярко-оранжевая мякоть, сладкий вкус и приплюснутая форма. Мандарин плюс дикий лимон – цинтрандарин, с относительно кислым вкусом. Мандарин цасумский плюс ичанг – это ичандарин, тоже кислый, но имеет маленькие размеры. Мандарин плюс кумкват – каламандин, это очень маленькие мандаринки. И мандарин плюс апельсин королек – это клементин, очень сладкий и, скорее всего, самый распространенный гибрид из мандаринов. Как мы поняли, сортов, а тем более гибридов этих маленьких цитрусовых огромное количество, и каждый имеет свое особое свойство – цвет, запах, вкус. Их очень важно различать при выборе нужного вам плода. Но запомнить все названия для этого совершенно не обязательно. И если приловчиться, то вкусовые характеристики того или иного сорта легко распознать, лишь посмотрев на них. Самые кислые чуть приплюснутые, чуть послаще, средних размеров – это мандарины уншио. И они, как выяснилось, ко всему прочему, еще и практически не имеют косточек. Огромные толстокожие мандарины сантра легче всего расстаются со своей шкуркой. Но вот сладостей им тоже не хватает. Самые вкусные и сочные сорта – мандарины-клементины. Они ярко-оранжевые и относительно небольшие. Так почему все-таки мандарин? Немного истории. Родина мандаринов, как мы уже знаем, это Индия, где до сих пор встречаются дикорастущие виды. В Индии они стали культурным растением за несколько тысячелетий до нашей эры. Китайцы же все как один говорят, что впервые мандарин был домашним в Южном Китае, в провинции Чжэцян. Первые упоминания о мандаринах из города Винчжоу в китайских источниках относятся к 2400 году до нашей эры, а уже к 300 году до нашей эры можно найти описание некоторых сортов и рекомендации по выращиванию мандаринов. И до сих пор мандарин является одной из важнейших разновидностей цитрусовых в Китае и для коммерческого выращивания, и для собственного удовольствия. Естественный гибрид попал из Южного Китая в Японию более 500 лет назад с буддийскими монахами. И именно здесь на основе китайского мандарина выведены наиболее известные мировые разновидности. Несмотря на его большую популярность в Юго-Восточной Азии, в остальных частях света с мандаринами познакомились только к началу 19 века, именно через Японию. Первыми из европейцев с мандариновыми плодами и деревьями познакомились португальцы. Современное название мандарин в ряде европейских языков происходит от португальского мандарин или голландского мандарин, что есть перевод китайского термина «императорский чиновник». Существует легенда, что цвет плодов мандарина напоминал иностранцам цвет официальной одежды именно китайских чиновников. В Китае мандарины было принято дарить,
дарить. Все гости дарили хозяину по 2 мандарина, а когда гости уходили, по 2 мандарина им дарил хозяин. Потому что 2 мандарина по-китайски звучит практически как золото. То есть так китайцы желали друг другу богатства. Отсюда корнями и обычай дарить на Новый год мандариновые деревья. Особенно хороший подарок для китайца – деревце из камня, потому что оно несъедобное, стоит себе и привлекает богатство без перерыва. По поверьям, такое деревце считается лучшим талисманом для привлечения денег. Поэтому в кризисном году такое дерево обязательно должно появиться в каждой семье. И чтобы действовало, наверняка его нужно правильно поставить по фэн-шуй на северо-восточной стороне дома, в таком месте, где собирается вся семья. Между прочим, у Наполеона было мандариновое дерево, подаренное ему китайским императором. На нем мандарины были из золота, а листья из изумруда. Сейчас оно хранится в Лувре. И на бедность, как известно, до поры до времени император не жаловался. С богатством разобрались. Принесут или не принесут – это дело десятое. А то, что мандарин очень полезный, сомневаться не приходится. Существует невероятное количество способов использовать мандарины в лечебных целях. Но больше всего лечебных свойств именно в соке этих плодов. Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Его рекомендуют детям и больным для повышения иммунитета. Этот сок обладает антицинготным действием, повышает аппетит, улучшает обменные процессы. При обильном его употреблении можно легко избавиться от гельминтов. Также мандариновый сок отлично утоляет жажду при высокой температуре. Вообще, мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока. Но, как всегда, как и с любым продуктом, главное не переусердствовать. А у кого проблемы с желудком или почками, мандаринки могут быть и вредны. Так что, друзья, в мандаринах, как и во всем остальном, надо знать меру. Да и кожура мандаринов – это кладезь полезных веществ. И кто знает, никогда не выбрасывает кожуру этих маленьких цитрусовых. Она также имеет очень много полезных лечебных и косметических свойств. В медицине активно применяют настои и отвары. Например, настои и отвары из сухой кожуры на воде смягчают кашель и оказывают отхаркивающее действие при бронхитах. Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных растений для получения горькой настойки, которая применяется в медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения. При диабете отвар из кожуры мандаринов способствует снижению уровня сахара в крови. Мандариновая кожура также активно используется в косметологии. Благодаря доступности продукта из нее можно делать огромное количество различных масок, тоников, лосьонов прямо дома. Эфирное масло всех разновидностей мандаринов получают в небольших количествах, как и почти всех цитрусовых, прессованием кожуры и практически полностью используют в парфюмерных композициях цветочных тонов и оттенков. Основные производители эфирного масла – это Сицилия и Алжир. Многие из нас пытались вырастить из семечка мандарин, но всегда ожидание увидеть оранжевые шарики оканчивалось неудачей. Оказывается, дорогие друзья, не все так просто. Правильный уход за комнатным мандарином предполагает в первую очередь выбор подходящего грунта. Для цитрусовых продается специальная почва, и pH должен быть нейтральный от 6,5 до 7. Мандарины не любят закисленные почвы, а значит торф добавлять не следует. На первое время семена мандарина можно посадить в пластиковые стаканчики, а чтобы успешно вырастить мандариновое дерево, нужно подобрать крупные семена с выпуклыми боками. Тонкие, как будто высохшие, не дадут всходов, либо те будут слабыми. Желательно, чтобы было посажено несколько семечек, даже если комнатный мандарин вы хотите вырастить только один. Часть саженцев может погибнуть. К тому же лучше иметь выбор, чтобы выращивать самый крепкий и сильный росточек. Перед посадкой семена мандарина рекомендуется дней 5 замачивать. Правильное замачивание осуществляется так. На блюдечке помещаем 2-3 слоя марли, на них выкладываем семена и снова покрываем марлей, затем увлажняем. Наконец, когда семена мандарина достаточно разбухли, можно начинать посев. Сразу после посадки почву нужно полить. Иногда первые всходы появляются уже на 15-й день. Иногда может понадобиться целый месяц. Когда выращенные саженцы мандарина дали первые 4 или
листочка, их следует пикировать, то есть пересадить. И тут начинается магия. Нужно учитывать, что плоды завязываются только на ветках 4-го ветвления, поэтому мандарин нуждается в прищипывании. Еще один способ — слегка наклонить ветки первого порядка к земле при помощи проволоки. Домашнее растение нуждается и в санитарной обрезке. Нужно удалять старые, больные, высохшие ветки. Если крона сильно загустилась, ее можно проредить. Садоводы, которые хотят, чтобы мандарин дома давал вкусные плоды, должны учесть, как правило, при посадке из косточки дерево дает несъедобные фрукты, если вообще их даст. Чтобы это исправить, нужна прививка от сортового черенка. Когда ствол выращенного из косточки растения будет с карандаш, на высоте 6-7 см от грунта на коре делается Т-образный надрез. Раздвинув кору, вставляем почку с черешком листа от сортового дерева и прижимаем кору обратно. Кору можно закрепить изолентой. Если прививка прижилась, ствол подвоя нужно срезать секатором наискосок на 5 мм дальше места прививки и обработать варом. Чтобы правильно ухаживать за мандариновыми деревцами, их нужно регулярно поливать по мере пересыхания почвы и опрыскивать крону. Кроме опрыскивания, можно ставить рядом с деревом емкости с водой. И если мандарин зацвел, это уже хорошо. И да пребудет с вами мандариновая радость на подоконнике. А кто постарше, рисует картинки новогоднего торжества. Ведь многие из нас были уверены, что мандарины бывают только зимой. Раз зима, значит мандарины. Помнится, у мамы спросишь, почему летом их таких вкусных нету? И, конечно же, мама отвечала, что созревают мандарины только в январе. Более того, в те времена это так и было. Созревали они только перед Новым годом. Роешься среди конфет в подарке, который положил Дед Мороз под елку, и достаешь первый заветный мандарин. Вот он, такой яркий, пахучий, заманчиво сладкий. А вот еще и еще достаешь мандарин из шуршащего кулька и тихонько очищаешь его от кожуры. А потом долька за долькой кладешь в рот и языком раздавливаешь это оранжевое чудо. Съел одну дольку, потом еще одну, смотришь и ничего не осталось. Но не беда, есть еще и кожура, которая, если резко сдавить, щиплет глаза, а если потереть, оставляет на пальцах едва ощутимый след масла. Да и съесть ее можно, это же не горький апельсин, а тем более грейпфрут. Но мандаринов нельзя было есть сразу много, бабушка кричит диатез, но можно было незаметно таскать их в кровать под матрас и складывать там, чтобы потом вечером перед сном, тихонько отвернувшись в стене, съесть. И как это было вкусно! Ну и что мама, перетрясая постель, находила горы мандариновых корочек? Она простит, ведь самым последним в холодильнике мандарином надо было обязательно поделиться. Дольку маме, папе, бабушке и, конечно же, себе. А как же иначе? Счастьем надо делиться со всеми. Ведь Новый год — это мандариновый праздник. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.